Заявление Путина о захвате власти в Украине и решение России. Все детали. Захват территории. Армия зашла в город. Украина отвечает Москве на заявление о потере Купянска. Путина призвали пойти на уступки. Москва же требует НАТО отступить. Зеленский пошел на условия, готов к встрече с Трампом. Америка ожидает подписания мирного плана уже через неделю. Деньги РФ могут пойти на восстановление Украины. Россияне качают коррупционный скандал вместе с американцами. Громкие заявления Зеленского на встрече с его партией. Решение по главе офиса Ермаку принято. Какое? Варшава обратилась к Минску. У россиян тают сбережения, а ученые назвали причину стремительного ожирения у людей. И причина не в аппетите. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка прямо сейчас, нажмите, пожалуйста, лайк, а я начинаю. Будущими немецкими солдатами могут стать тысячи молодых мужчин с паспортами России и Казахстана. Уже в 2026 году на обязательную проверку к военной службе в Германии придут 340 тысяч юношей, родившихся в 2008 году. И 57 тысяч из них имеют, кроме немецкого, еще один или несколько паспортов. Это значит, каждый шестой потенциальный новобранец имеет двойное гражданство. И больше всего тех, у кого российский паспорт. Также в списке юноши, имеющие паспорта Казахстана, Турции, Польши, Италии, Сербии и даже Марокко. В Берлине не скрывают, для обладателей паспортов стран, которые считаются для Германии проблемными, придется проводить дополнительные проверки на верность Конституции. Минобороны прямо говорит, наличие второго гражданства может означать обязательства перед другим государством, и это станет фактором при допуске к службе и секретам. В МИД Германии также заявляют, что российские власти считают граждан с немецко-российским двойным гражданством только россиянами и могут призвать их в свою армию. В принципе, такие молодые люди вполне могут быть призваны, заявил в октябре Уэлд, бывший уполномоченный Бундестага по делам Бундесвера Ханс-Петер Бартельс. Уже сегодня в Бундесвере служит значительное число этнических немцев-переселенцев, для которых русский – родной язык. Многие из них сознательно дистанцировались от страны происхождения. Однако Бартельс предостерег, в отношении лиц с двойным гражданством России, Беларуси или Ирана должны применяться особые меры предосторожности. Венгрия идет против Брюсселя и Киева. Орбан и Сиярто делают громкие заявления. Они считают, что Урсула фон дер Ляйен хочет затянуть войну и сделать это за счет европейских налогоплательщиков. Орбан пишет в своих соцсетях, что фон дер Ляйен предлагает, чтобы страны ЕС сбросились и собрали для Украины практически 150 миллиардов евро. Либо воспользоваться вторым вариантом плана ЕС. Это совместные заимствования. Денег на войну нет сегодня, так что счет заплатят наши внуки, пишет Орбан. И третий вариант, который предлагает ЕС, это конфискация российских замороженных средств. Так что давайте выберем здравый смысл. Прекратим финансировать войну, которую нельзя выиграть, бок о бок с коррумпированной украинской военной мафией, и сосредоточим силы на установлении мира. Пора выйти из этого брюссельского тупика. Глава венгерского МИД также назвал украинское правительство мафией и озвучил Зеленскому требования условно дать чеки, точный отчет, куда и на что пошли деньги. Мы не просто не позволяем отправлять деньги венгров на Украину, мы требуем, чтобы Украина немедленно отчиталась о полученных средствах Евросоюза. Мы требуем, чтобы Украина показала, на что потратила деньги европейцев. Чтобы Украина дала отчет о том, какая часть средств европейских налогоплательщиков стала добычей коррупционной сети. Сколько денег из европейских средств забрала военная мафия, сколько средств было потрачено из помощи Евросоюза. Никакой отставки не будет. Зеленский оставил на должности главу офиса президента, свою правую руку Ермака. О том, что он неприкосновенен, уже накануне начали писать оппозиционные украинские депутаты, заявляя, что скоро Зеленский пойдет в контратаку. Президент принял решение не увольнять Ермака. Его оставляют, и сейчас они пойдут в контратаку на всех, кто был причастен к Миндичгейту. Прямо сейчас это объявят и снова запустят атаку с российским следом. Сначала медийно, что-то вроде того, что вчера уже начали разгонять помойки офиса. Мол, план Виткоффа, и что спецоперация «Мидас» — это якобы принуждение к нему. Решение Зеленского оставить Ермака может стать началом конца. Такой прогноз дала одиозная народный депутат Украины Марьяна Безуглая. Если президент попытается отмолчаться и не примет решение, это может стать началом конца. Без преувеличения. Атмосфера внутри накалена до предела. Снаружи тоже.
Встреча Зеленского с депутатами фракции «Слуга народа» длилась практически 2 часа, и результат стал предсказуемым. Ермака действительно никто не тронул. Как пишут украинские нардепы, Зеленский заявил, что коррупционный скандал качают россияне, к которым подключились американцы. Сам Зеленский, как утверждают инсайды, про коррупцию не знал. При этом якобы добавил, что коррупция бывает во всех странах. Отказываться от помощи Ермака Зеленский не стал, так как впереди у Украины сложные переговоры, пишет нардеп Гончаренко. Нужно держаться вместе. Мы едины. Все, кто против нас, за Россию. Товарищ Зеленский на встрече с депутатами от «Слуги народа». Так в принципе, правда. Не зря же Миндич двушку на Москву высылал. Западная пресса при этом пишет, что если Зеленский оставит Ермака, что он уже сделал, то может столкнуться с парламентским кризисом, уточняет Bloomberg. В то же время ABC News сообщает, что Ермак пытался укрепить свою поддержку и даже собирался встретиться с экс-главкомом ВСУ Залужным, но получил отказ. Однако, по-видимому, он пытался укрепить свою поддержку внутри правительства. Он пытался организовать встречу с популярным бывшим главнокомандующим армии Украины Валерием Залужным, который в настоящее время является послом Украины в Великобритании, сообщил официальный представитель, близкий к Залужному, который попросил не называть его имя, поскольку не был уполномочен обсуждать это публично. Запрос на встречу был отклонен, сказал официальный представитель. Представитель Ермака не ответил на запрос о комментарии. Россия опубликовала видео, как утверждается, снятое в одном из районов Покровска. Военные РФ свободно передвигаются по городу. При этом в российском генштабе накануне заявили, что также свободно россияне чувствуют себя уже и в Купянске, Харьковской области. Герасимов заявил, что город перешел под полный контроль РФ. Соединения группировки «Запад» освободили город Купянск и продолжает уничтожение формирований Вооруженных сил Украины. В украинском генштабе заявили, что информация о захвате Купянска не соответствует действительности, как и то, что говорят в России о ситуации в Покровске. В украинском генштабе вспомнили слова Путина, который в октябре говорил, что ВСУ находятся в окружении. Напоминаем, что российская пропаганда еще месяц назад уже возила журналистов в Купянск и Покровск. Очередная информационная ложь российского генштаба направлена исключительно на то, чтобы скрыть критические потери российской армии, которую гонят постоянные мясные штурмы. В Москве вызвал возмущение пункт мирного плана Трампа, в котором говорится о том, что за территории, которые Россия возьмет под свой контроль, ей придется платить Украине. Об арендной плате пишет The Telegraph. Согласно сделке, предложенной администрацией Трампа, Киев передаст контроль над Восточным Донбассом, но сохранит юридическое право собственности. Россия будет платить нераскрытую арендную плату за фактический контроль над регионом, сообщили The Telegraph источники, знакомые с условиями соглашения. Z-военкоры уже публично и громко задают вопрос, за что и где придется еще платить России. По сути, нам предлагают поступиться частью своего суверенитета. По Конституции, весь Донбасс – территория Российской Федерации. С чего вдруг мы должны кому-то платить за пользование его недрами? Нам его еще восстанавливать за свой счет. Что дальше нам предложат взять в аренду? Курилы, Калининград, Арктику. России предложат постепенное снятие санкций, вернуться в Большую Восьмерку и долгосрочное экономическое сотрудничество. Об этом говорится в плане, который вечером 20 ноября опубликовала украинская сторона. Согласно ему, 100 миллиардов долларов замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестициям в Украину. США получат 50% прибыли от этого предприятия. Европа добавит к этому еще 100 миллиардов долларов, и часть замороженных российских средств будет инвестировано в американо-российский инвестиционный инструмент. И это еще не все детали. НАТО не будет размещать войска в Украине, а Москва требует НАТО отступить и не расширяться дальше. При этом гарантирует не нападение на соседние страны. В остальном пункты все те же, что были озвучены в прессе и раньше. Америка требует Зеленского хорошо подумать. Владимир Зеленский стремится противостоять потенциально унизительному мирному соглашению, предложенному американскими представителями, именно в тот момент, когда президент сталкивается с усиливающимся внутренним давлением отказаться от своего наиболее доверенного помощника в войне против России. По словам человека, знакомого ситуации, Зеленский получил сигналы из США, что должен принять сделку, разработанную в консультации с Москвой. Европа при этом требует быть за столом переговоров, а Украина должна сохранить суверенитет. Здесь мы все единого мнения. Еще раз подчеркиваю, мы приветствуем любую инициативу, направленную на переход к переговорному режиму. Но первое и главное предварительное условие – Владимир Путин должен прекратить свою агрессивную войну против Украины, мы должны прийти к прекращению огня без каких-либо предварительных условий. И только после этого возможны справедливые переговоры. В Брюсселе же также озвучили свой план, в нем всего 2 пункта. Давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву.
Поощрение агрессии только породит ее еще больше. У Евросоюза есть очень четкий план из 2 пунктов. Первый – ослабить Россию. Второй – поддерживать Украину. Путин же накануне внезапно появился в военной форме. Как утверждается в одном из командных пунктов ВС РФ, он не комментировал мирный план Трампа, однако заявил о захвате власти в Украине и озвучил решение: Москва не отступит от целей. При этом украинскую власть назвал преступной группировкой и вспомнил о коррупционном скандале. С марта прошлого года группа лиц – это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения. Мирный план, отмечу, предполагает выборы в Украине. Пока же, как ранее говорил Зеленский, выборы в военное положение проводиться не могут из-за совокупности факторов. Это угроза жизни украинцев во время проведения выборов из-за атак, военные на фронте и большое количество беженцев за рубежом. Но чтобы война завершилась и пункты были реализованы, Путина и Зеленского призвали пойти на уступки. Об этом написал Марко Рубио, заявив, что каждой из сторон будет трудно принять необходимые решения. Зеленский при этом пошел на условия. Он открыт к диалогу и готов говорить о пунктах плана. Он подтвердил, что получил документ и готов вести переговоры с США, а также надеется на встречу с Трампом. Мир нужен, и мы ценим усилия президента Трампа и его команды ради возвращения безопасности в Европу. Украина защищает жизни и независимость благодаря смелости наших людей, нашему единству внутри страны и помощи партнеров. Работаем, чтобы все 3 элемента оставались достаточно сильными. Слава Украине! Зеленский и американские представители даже договорились о жестких сроках для подписания документов. Также сообщают западные издания, акцентируя внимание на изменении риторики Зеленского. Запланированная встреча Зеленского с Уиткофом сорвалась ранее на этой неделе после того, как американская сторона заявила, что Зеленский не проявил готовности серьезно обсуждать план. Но украинский чиновник сказал Axios, что во время встречи с Дрисколом Зеленский был более примирительным. Принято решение попытаться работать над этим совместно, чтобы сделать мир возможным, сказал он. В Белом же доме рассказали, что США ведут непубличные переговоры с каждой из сторон, чтобы понять, чего хочет Киев и Москва. Спецпосланник Уитков и Марко Рубио уже около месяца в тихом режиме работают над планом. Они одинаково активно контактируют с обеими сторонами, Россией и Украиной, чтобы понять, на что эти страны готовы пойти ради прочного и долговечного мира. Переговоры продолжаются. Вашингтон ожидает, что Зеленский поставит свою подпись под американским планом до Дня Благодарения, 27 ноября, уточняет Financial Times, а далее документ поедет в Москву. Весь процесс должен завершиться в течение нескольких недель. Друзья, как вам новые подробности? Делитесь мнением в комментариях, как и прежде. Спасибо вам вновь всем за вашу поддержку. Если не затруднит, ставьте лайк и сегодня, а также активнее подписывайтесь. А я продолжаю. Варшава обратилась к Минску. От Лукашенко требуют выдать украинцев, которые могут прятаться на территории Беларуси и подозреваются в совершении диверсии на железной дороге в Польше. В Варшаве уверяют, что в МИД был вызван временный поверенный Беларуси, которому вручили дипломатическую ноту с запросом об экстрадиции. Однако в Варшаве не скрывают сомнений, что Минск пойдет на сотрудничество. В качестве примера приводят громкий эпизод. Беларусь не выдала Польше по запросу мужчину, которого подозревают в убийстве польского сержанта, погибшего от ножевого ранения на границе в июне 2024 года. Сейчас же названы имена подозреваемых в диверсии согласно официальной польской версии следствия по заказу России. Это 41-летний Евгений Иванов и 39-летний Александр Кононов. По данным польских СМИ, они въехали в страну из Беларуси по поддельным документам. В Польше находились всего несколько часов, после чего скрылись через переход Тересполь. У них были сообщники, исполнители. Напомню, на стратегической железнодорожной линии Варшава-Люблин произошел взрыв, который разрушил участок путей, ведущих в Украину. По данным ОНЕТ, один мужчина – это уроженец Харьковской области, а другой – Донбасса. У россиян стремительно тают сбережения. Количество семей с финансовой подушкой упало до 7-летнего минимума. Доля россиян, у которых есть хоть какие-то денежные сбережения, в ноябре рухнула до 31%. Это самое низкое значение за последние 7 лет, следует из свежего ежемесячного опроса Центробанка. Обычно показатель держится в рамках 34-40%. Даже в пандемию с марта 2020 года доля семей с финансовой подушкой не опускалась ниже 33%. В последний раз 31%
фиксировали только в сентябре 2018 года. Но при этом, как подчеркивает Центробанк, драматизировать ситуацию россиянам пока рано. В предыдущие месяцы цифры были выше, а показатели этого месяца не надо воспринимать как тенденцию, уточняет Банк-Информ. И далее не о политике, а для настроения. Растет живот и лишний вес, виноват климат, а не ваша любовь к еде. Ученые из Нидерландов заявляют, что повышение уровня СО2 в атмосфере делает ключевые продукты питания – рис, пшеницу, ячмень, овощи и бобовые – более калорийными и одновременно менее питательными. Они объясняют это так. СО2 усиливает фотосинтез, и растения производят больше сахара и крахмала. Калорийность повышается, но доля белка, железа, цинка и других нутриентов падает. В среднем на 4-5%, а иногда на 30% и более. Риски для людей таковы: ожирение даже при нормальном питании, ослабление иммунитета и рост хронических заболеваний. Даже если еды на планете будет достаточно, она станет более калорийной и менее полезной. Это приведет к явлению скрытого голода, когда люди получают достаточно калорий, но недостаточно нутриентов. Падение питательной ценности может иметь разрушительные последствия для здоровья, усиливая недоедание, включая те группы населения, которые раньше получали все необходимые вещества, предупреждает команда ученых. Всем спасибо за просмотр, хорошего дня. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра, друзья.